Итак, тема сегодняшнего видео очередного: Петербург – клоака для жизни. Да, я имею право называть так Петербург, потому что я прожил там 7 лет. И этой теме посвящено это видео. Честно говоря, не знаю, почему вообще к Петербургу должно быть какое-либо особенное отношение, так как считаю, что это просто один из российских городов. Есть центр города в виде старинной архитектуры, который, собственно, и делает Петербург Петербургом. Но, как я думаю, город создают не творение архитектуры, давние или современные, а люди, которые живут в нем. И в этом смысле Петербург мало чем отличается от других российских городов. Есть, конечно же, его грандиозная концептуальная архитектура, которая является наследием западных архитекторов. И кажется, что этот факт по умолчанию должен исключать любое другое отношение к Петербургу. И этот принцип работает, если воспринимать этот город, как место для экскурсии, когда ты приехал на несколько дней и уехал. Но видя Петербург каждый день, ты понимаешь, что ничего такого особенного с точки зрения комфортной жизни в нем нет. В нем так же, как и в любых других городах, не везде есть тротуары. В нем также пыльно во время сухой погоды, в нем также не сортируется и не перерабатывается мусор. А наследие европейских архитекторов в виде фасадов старых зданий имеет свойство обрушиваться на головы прохожим, потому как времени прошло очень много с момента их постройки. В этом смысле для меня не важно, что представляет из себя то или иное явление с позиции его внешнего вида. То есть для меня всегда важно то, чем тот или иной процесс является по своей сути. Люди склонны делать религию из всего, что, как им кажется, является чем-то величественным, предполагающим отношение к себе предопределенным. Тем самым человек не понимает, что бы его ни окружало, среду вокруг себя создает он сам. И это очень актуально звучало бы для российской среды, где ничего не делается по существу, а есть только ссылка на какую-то непонятную ценность, которая не имеет с реальностью ничего общего. Петербург – это энергетический пылесос. Можно сколько угодно ссылаться на преимущества, но для меня всегда более важны мое непосредственное самочувствие, независимо от того, какими рациональными доводами можно было бы подкрепить нахождение в том или ином месте. Кто-то писал в комментариях к моим статьям о Петербурге то, что это город не принял или какую-то другую чушь. Хотя, может быть, это моя реакция на Петербург. Так вот, Петербург для меня – это энергетический пылесос, высасывающий энергию. При таком ощущении любые рациональные доводы в пользу нахождения там кажутся чем-то несоразмерным по отношению к этому обесточиванию. Какая разница, какими внешними атрибутами будет обставлена жизнь в городе, если он высасывает из тебя жизненные силы? В комментариях к моим статьям о Петербурге оказались люди, подтвердившие подобный опыт с ними. Тем более это коренные петербуржцы. Конечно же, каждый вправе решать, руководствоваться ли ему всякой романтической лабудой в отношении к чему бы то ни было, либо же руководствоваться своими собственными ощущениями, тем самым не предавая самого себя. Если бы все говорили, что Петербург уродливый город. Был такой эксперимент, проведенный с группой людей, среди которой был подставной человек, знавший суть эксперимента.
а остальные люди об этом не знали. Суть эксперимента заключалась в том, что перед этими людьми ставили фигуры пирамидок, черной и белой, и людей спрашивали, какого цвета пирамидки. Подставное лицо, знавшее о сути этого эксперимента, называло белую пирамидку черной. Спустя какое-то время, руководствуясь коллективным инстинктом, остальные люди тоже стали называть белую пирамидку черной. Так вот, если руководствоваться не шаблонными представлениями о тех или иных вещах и явлениях, а соотносить их с самой реальностью, то очень многое может быть подвержено пересмотру. Острая реакция со стороны людей на мои критические высказывания о Петербурге возникает не потому, что мои слова не соответствуют истине, а потому что люди защищают свое право не думать самостоятельно, как те люди, называвшие белую пирамидку черной. Ведь куда легче сослаться на какие-то общепринятые истины, чем иметь собственную позицию. Мне даже кажется весьма нелепой попытка людей защищать свои предрассудки, которые к реальности не имеют никакого отношения. Людей пугают критические высказывания о том, что является для них сакральным. Людей настолько пугает высказывание о том, что в их головах является сакральным и не подлежит никакому мыслительному пересмотру. Как, например, мантра о красивом Петербурге будет повторяться, видимо, несмотря ни на что, даже если клопы с тараканами будут ползать сплошным покровом по его достопримечательностям. Но в случае с этим городом это даже не критические высказывания с моей стороны, а обсуждение удобства жизни в нем. Но люди, судя по комментариям к моим статьям о Петербурге, склонны сваливать все в кучу. Свои романтические представления о городе и его коммунальную сферу. Начинают говорить про какую-то якобы одушевленность этого города, что он кого-то якобы принимает, а кого-то нет. То есть в моих высказываниях они не видят то, что это мое личное мнение, а не попытка сказать, что Петербург плохой город, потому как слова плохой и хороший это что-то как минимум не конкретное. Я предлагаю в своих статьях о Петербурге не предлагаю ничего, что может быть для людей чем-то сакральным и потому не подлежащим пересмотру. С моей стороны все будет подвержено беспощадному холодному взгляду с позиции мышления, но не потому, что я преследую такой взгляд как цель, а потому что при таком взгляде на вещи человек развивается. В этом смысле мой блог для людей, которые испытывают потребность в таком развитии.